Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я показываю вам классную модную мужскую стрижку. Let's go, друзья! Вот мой клиент. База такая. Волос мягкий, вьющийся, и клиент хочет модную стрижку. Показал нам несколько фотографий, и мы начали. Степ 1 или первый шаг. В верхней зоне отделяю волосы, которые пока не будут участвовать в стрижке. Эту длину мне надо максимально сохранить. Ширина этой зоны от лобных впадин с одной и с другой стороны. Степ 2 или второй шаг. Насадкой номер 2 или 6 миллиметров стригу всю оставшуюся часть. Стригу против роста волос. До зоны, которую я заколола. Волос мягкий, и стричь такой волос машинкой достаточно сложно. Надо проходить по несколько раз по одному и тому же месту, чтобы убедиться, что мы подстригли полностью все волосы. Направление при стрижке машинкой обязательно против роста волос. Только тогда можно добиться чистоты. Степ 3 или третий шаг. Насадка номер 1. Этой насадкой мы стрижем ниже второго шага на затылочной зоне на 5-6 сантиметров, на височно-боковых на 3-4 сантиметра ниже. По рисунку, который я только что вам показала. Движение машинкой скользящие. Дойдя до этой линии, машинка уходит вверх. Также старайтесь стричь против роста волос. Для чистоты стрижки машинкой надо стричь неоднократно по одному и тому же месту.
и соблюдать направление роста волос. Мы стрижем против роста волос. На рисунке хорошо видно, какой уровень мы должны соблюдать при стрижке третьего шага. Четвертый шаг или степ 4. Распускаю оставшиеся волосы. Длина волос в этой зоне достаточная для креативной стрижки. Отталкиваюсь от длины на челке. Какая была, такую и оставляем. Далее я покажу вам длину волос в этой зоне. От челки стрижем методом прядь за прядью к макушке или к затылочной зоне. Направление этой линии от челки к затылку. Обратите внимание, какая длина волос должна остаться в этой зоне. У клиента с левой стороны осталась длина 7-8 сантиметров. С правой стороны мы подстригли на несколько сантиметров, и получается такая асимметрия. Далее надо убрать массив волос с правой стороны методом пойнтинг. Стрижка креативная. Для того, чтобы волос лежал, как просил наш клиент, массив волос необходимо убрать. Обратите внимание, когда волос был более длинный, он был мягкий и пушистый. Как только убрали длину, волос сразу стал более жестким. Вот что ножницы могут сделать с типом волос. Были мягкие, пушистые, а стали достаточно жесткие. Сейчас я делаю острый пойнтинг. Пойнтинг бывает нескольких видов. Все зависит от угла к пряди. Я делаю острый, максимально параллельно пряди. Степ 5 или пятый шаг. Машинкой дорабатываю рисунок данной стрижки. Смотрю, как лежит волос без укладки. И если где-то есть несоответствие или волос не укладывается без укладки, то можно доработать локально каждый участок. Вот такой затылок просил наш клиент.
А также он показал мне фотографию желаемого результата спереди. Вот примерно так он и хотел выглядеть. Что мы имели и что получили? Был такой ботан, а стал достаточно гламурным парнем. Даже вжился в образ, помню, и с огромным удовольствием позировал нам во время фото и видеосъемки. Ну вот, видите, как все просто. Вообще, я очень люблю такого плана стрижки, потому что на самом деле они выполняются не так сложно, как выглядят. Я уверена, что любой из вас сможет подстричь такую стрижку. Хотя напыщенность таких стрижек, она пугает, особенно новичков. Поэтому, друзья, не бойтесь. Как говорится, осилит дорогу идущий. Или под лежачий камень вода не течет. Или вода камень точит. На сегодня все. Рада быть полезной. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.